Россияне нанесли удары по дамбе крупнейшего водохранилища в Харьковской области. Город-миллионник может остаться без воды. Фридрих Мерц в Израиле посетил мемориал Холокоста и высказался о будущем Газы. Трамп и деятели искусства. Президент США вручил награды Сильвестру Сталлоне, Глории Гейнор, группе KISS. Хиллари Клинтон высказалась о политике Трампа. Речь как из 2016-го. Аргентина получила первый F-16. От кого собирается защищаться Хавьер Милей? Хунта на час. Анекдотичный военный переворот в Бенине. Его заметили только телезрители. Выборы в Бухаресте. Румынская столица может оказаться в руках крайне правых. Пожар в клубе в штате Гоа. Десятки жертв, среди них туристы. Мы рассказываем только о главном. События, которые касаются каждого. Подписывайтесь. Это «Один день». Я Андрей Данилевич. В воскресенье россияне нанесли удар по плотине Печенежского водохранилища в Харьковской области. О жертвах или пострадавших не сообщается. Об ударах сообщил печенежский сельский голова Александр Гусаров. По информации местных СМИ, в районе водохранилища было слышно около 4 взрывов. Позже появились сообщения еще о 3. Гусаров также уточнил, что движение по дорожному полотну Печенежской плотины временно остановлено. На данный момент специалисты изучают степень повреждений. Печенежское водохранилище – одно из самых больших в регионе, а также источник питьевой воды для значительной части населения Харьковской области. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью информационному агентству РБК Украина подтвердил, что у Украины есть возможность прослушивать руководство России. Насколько у нас есть возможность слушать наших высокопоставленных врагов? Можете ответить, есть такая возможность или нет? Слухати наших ворогів, високопоставлених. Слухати їх розмови. Є, можемо, так? Продолжается визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Израиль. Сегодня он посетил израильский мемориал Холокоста Яд Вашем. Приглашаю вас подписать книгу почетных гостей. Я хочу отдать дань памяти 6 миллионам мужчин, женщин и детей со всей Европы, которых убили немцы только за то, что они были евреями. Мы будем сохранять память об этом ужасном преступлении, о Холокосте, который немцы совершили против еврейского народа. Здесь, в Яд Вашем, можно буквально ощутить ту историческую ответственность, которую несет Германия. Германия должна отстаивать существование и безопасность Израиля. Это часть неизменной сути наших отношений. И так будет всегда. Затем Фридрих Мерц встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. После короткой закрытой беседы Мерц и Нетаньяху провели расширенную встречу со своими командами. Мерц прилетел в Израиль накануне 6 декабря. В тот же день он встретился с президентом Ицхаком Герцогом и выразил надежду, что процесс урегулирования в Газе может перейти на следующий этап. Напомним, Германия с 3 декабря стала первой страной в Европе, развернувшей у себя израильскую систему ПРО «Arrow», рассчитанную на перехват баллистических ракет средней дальности, включая российский «Орешник». В Берлине заявили, что этот шаг связан с растущей угрозой со стороны Москвы. Президент США Дональд Трамп вручил медали лауреатам Kennedy Center Honors, кантри-певцу Джорджу Стрейту, звезде боевиков Сильвестру Сталлоне, певице диско-эры, исполнительнице хита «I Will Survive» Глории Гейнор, британскому актеру Майклу Кроуфорду, известному по призраку оперы, и рок-группе KISS. Kennedy Center Honors остается одной из высших наград в сфере американской культуры. Во время своего первого срока Трамп не посещал мероприятия центра, но во втором проявил к ним заметный интерес, пообещав реформировать институт, который он и его сторонники считают чрезмерно либеральным. Это одни из величайших артистов, актеров и исполнителей своего поколения. Величайшие, каких мы видели. Мы едва можем представить себе феномен кантри-музыки без ее короля, или американское диско без его первой леди, или Бродвей без его призрака. А это был, ого-го, какой призрак, скажу я вам. Или рок-н-ролл без самой горячей группы в мире. А именно так оно и есть. Или Голливуд без одного из его величайших визионеров. Каждый из вас оставил неизгладимый след в американской жизни,
И вместе вы определили целые жанры и задали новые стандарты в исполнительском искусстве. Вы задали новые стандарты. От имени каждого американца, кого вдохновил невероятный талант Майкла Кроуфорда, на чью жизнь повлияла музыка Джорджа Стрейта, Глории Гейнор или Кис, или кого тронуло несравненное сердце, талант и упорство Сильвестра Сталлоне. Потому что никто не играл эту роль так, и никто никогда не сыграет эту роль как Слай. Мы хотим поблагодарить вас всех. Хотим поблагодарить вас всех. В разные годы награды Кеннеди-центра получили Мэрил Стрип, Стивен Спилберг, Опра Уинфри и Элтон Джон. Один из сегодняшних лауреатов, Сильвестр Сталлоне, звезда кинофраншизы «Рокки» и трехкратный номинант на премию «Оскар», поддержал предвыборную кампанию Трампа, назвав его вторым Джорджем Вашингтоном. В январе президент Трамп назначил Сталлоне одним из 3 специальных послов Голливуда. После церемонии награждения Трамп устроил ужин для Сильвестра Сталлоне и других лауреатов. В застольной речи Трамп говорил уже не об искусстве. Я хочу поблагодарить нашу Национальную гвардию. Они были просто невероятны. Национальная гвардия, и Кристи Ноэм, и Тома Хомана, и всех, кто так усердно работал над этим. И как вы, наверное, заметили, мы только что вошли в Новый Орлеан и Мемфис, штат Теннесси. Мы зашли туда мягко, потому что там у нас большое сопротивление. Эти люди хотят преступности. Это просто безумие. Чикаго. Но мы снизили уровень преступности, просто дав небольшую дозу того, что мы умеем делать лучше всего. Но в какой-то момент мы просто войдем и сделаем все так, как мы хотим. У нас не будет преступности, или в Чикаго будет очень мало преступности, практически не будет вовсе. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила на форуме в Дохе, что ее серьезно беспокоит внешняя политика Дональда Трампа во время его 2-го срока, поскольку, по ее словам, она отходит от ключевых американских ценностей. Когда вы смотрите на ситуацию в мире, как вы оцениваете влияние, которое Трамп оказал своим 2-м сроком на другие страны? Лично меня влияние это очень беспокоит, потому что сделан очень сильный упор на отход от того, что, на мой взгляд, является фундаментальными американскими ценностями в самых разных аспектах. И это не значит, что не было каких-то успехов. Можете описать эти ценности? Что вы имеете в виду? Ну, например, поддержка российского вторжения в Украину, как в прямом смысле, учитывая, что он крайне редко критикует Путина за ту жестокую войну, которую тот ведет против украинцев, так и в попытках склонить Украину к тому, чтобы принять согласованное прекращение огня и мирную сделку, которые по любой объективной оценке оставили бы их уязвимыми для дальнейших российских действий. Помните, Россия находится в Украине с 2014 года, так что все это началось не в 2022. В столице Катара Дохе проходит 23-й форум мировых лидеров и дипломатов. Среди участников форума президент Сирии Ахмед аш-Шара, главы МИД Турции и Испании, а также основатель Microsoft Билл Гейтс. Прозвучало много важных заявлений. Например, сирийский лидер Ахмед аш-Шара сообщил, что президентские выборы в Сирии состоятся через 4 года на основе новой конституции. А отвечая на вопрос о своих прошлых связях с Аль-Каидой, он заявил, что никогда не причинял вреда мирным жителям. Я считаю, что за 25 лет люди стали лучше понимать значение слова «террорист» и кто именно заслуживает этого ярлыка. Лично я никогда не причинял вреда мирным жителям. Я воевал на нескольких фронтах и воевал более 20 лет. Я сражался с честью. Напротив, я шел навстречу опасности и подвергал риску себя и всех, кто был со мной, чтобы не причинить вреда мирным жителям. Основатель Microsoft Билл Гейтс свою речь посвятил роли человека как вершителя прогресса. По его словам, будущее поколение сможет полностью искоренить такую болезнь, как полиомиелит, и на 95% снизить уровень заболеваемости малярией и ВИЧ, а Африку спасет от голода и болезней искусственный интеллект. Среднестатистическая ферма в Африке производит примерно 20% продукции с гектара от фермы богатого мира. И так быть не должно. И этот ИИ-консультант, который будет понимать погоду, цены, сорта семян и болезни,
станет одним из ключевых элементов наряду с гораздо более совершенными семенами и генетикой животных для достижения великого видения. И это останется важнейшей частью африканской экономики в течение следующих 20 лет. Аргентина получила первую партию истребителей F-16. 6 самолетов прибыли на авиабазу Рио-Куарто, где их встретили президент Хавьер Милей и министр обороны Луис Петри. Сделка с Данией оценивается в $300 миллионов и может вырасти до 900 миллионов с вооружением. Это крупнейшая закупка боевой авиации за десятилетия. После списания «Мираж-3» в 2015 году страна фактически оставалась без современных истребителей. Выбор F-16 вместо китайского GF-17 подчеркивает сближение Буэнос-Айреса с США и курс Милея на модернизацию армии. Я рад сказать всем аргентинцам, что сегодня исторический день для нашей страны, потому что с этого момента каждый из нас будет немного более защищен. Эта закупка имеет ключевое значение, поскольку предыдущие правительства оставили нас без обороны. Пришло время переосмыслить, что означает суверенитет для нашей страны. С нашей точки зрения, любая нация, стремящаяся к устойчивому развитию, должна пользоваться уважением на мировой арене. Это достигается за счет сильной экономики процветающего общества, а также способности защищать себя и сдерживать других в условиях все более неопределенного глобального контекста. Один день. Главное, что стоит знать сегодня. Станьте частью нашей команды, подписавшись и поддержав канал как спонсор. Военные в Бенине объявили в эфире национального телевидения о свержении президента Патриса Талона и захвате власти. Они приостановили действие Конституции, закрыли сухопутные границы и воздушное пространство страны. Народ Бенина, дорогие соотечественники, в этот день, в воскресенье 7 декабря 2025 года, мы, силы обороны и безопасности, после внимательного рассмотрения ситуации и чтобы придать нашей стране новое направление, приняли решение взять на себя ответственность после многочисленных провалов правительства господина Патриса Талона. Военный комитет по перестройке принял решение. Конституция ноября 2025 года приостанавливается. Все государственные учреждения распускаются. Деятельность политических партий приостанавливается до дальнейшего уведомления. Сухопутные, морские и воздушные границы Бенина закрываются до дальнейшего уведомления. Окружение президента Талона заявило, что президент находится в безопасности. Во французском посольстве в Бенине сообщили, что в районе резиденции президента в крупнейшем городе страны Котону были слышны взрывы. Посольство призвало своих граждан оставаться дома ради безопасности. Правление военной хунты в Бенине продлилось анекдотично мало. Уже через пару часов министр внутренних дел сообщил, что переворот окончен, можно расходиться. Мужчины и женщины Бенина, дорогие соотечественники, ранним утром в воскресенье 7 декабря 2025 года небольшая группа солдат подняла мятеж с целью дестабилизировать государство и его институты. Перед лицом этой ситуации вооруженные силы Бенина и их командование, верные присяге, остались республиканцами. Их действия позволили сохранить контроль над ситуацией и сорвать попытку. Правительство призывает население продолжать свои дела в обычном режиме. Спасибо. Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 миллионов евро за несоблюдение политики Европейского Союза. Еврокомиссия заявила, что соцсеть вводит своих пользователей в заблуждение синими галочками верификации аккаунтов, не предоставляет данные исследователям и обладает непрозрачной рекламной системой. Это решение вызвало недовольство многих американских политиков и чиновников, которые прежде критиковали европейский закон о цифровых услугах как ограничивающий свободу слова и свободу предпринимательства. Вице-президент США Джей Ди Венс написал, что Еврокомиссия штрафует X за то, что он не занимается цензурой, и добавил, ЕС следовало бы поддерживать свободу слова, а не нападать на американские компании из-за ерунды. Госсекретарь США Марко Рубио выступил еще более решительно. Штраф Еврокомиссии в размере 140 миллионов долларов – это атака не только на X, а атака на иностранные правительства, на все американские платформы и на американский народ. Прошли те дни, когда американца можно было подвергать цензуре онлайн. Но самым радикальным был ответ владельца X Илона Маска. ЕС должен быть упразднен, а суверенитет возвращен отдельным странам, чтобы их правительства могли лучше представлять интересы своего народа. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на это ответил: «Отправляйся на Марс, там не цензурируют нацистское приветствие».
Это был явный намек на жест, который Маск сделал в день инаугурации президента США Дональда Трампа, когда благодарил сторонников. Спустя несколько часов Илон Маск сделал перепост твита, в котором символика Евросоюза сравнивается со свастикой. Что он хотел этим выразить, учитывая его прежние высказывания, поддержку или осуждение, остается неясным. Бухарест может стать первой столицей в Европейском Союзе, которую возглавит мэр с жесткой правой ориентацией. Должность мэра румынской столицы вакантна с мая, когда центрист Никуш Ордан выиграл повторные президентские выборы. Опросы показывают, что ведущее телевидение Анка Александреску, участвующая как независимый кандидат при поддержке оппозиционного крайне правого альянса «Объединение румын», делит первое место в гонке за пост мэра. Аналитики предупреждают, что опросы могут быть ненадежными, так как крупнейший город страны не является оплотом крайне правых. Альянс объединения румын выступает против военной помощи Украине, критикует руководство ЕС и поддерживает политику президента США Дональда Трампа в сфере энергетики и иммиграции. Основные соперники Александреску представляют широкую коалицию правительства. Левый социал-демократ Даниэль Балута, который по опросам делит первое место, Чиприан Чуку, протеже либерального премьер-министра Илия Болояна, и Каталин Друла из центристской партии «Сохрани Румынию», поддержавший Дан на президентских выборах. Голосование завершается в 19:00 по Гринвичу. Предварительные результаты ожидаются позднее в воскресенье. В Пхеньяне прошел 55-й спортивный конкурс артистов. На опубликованных Северокорейским государственным агентством кадрах артисты театра и кино участвуют в соревнованиях по баскетболу, перетягиванию каната, тхэквондо, волейболу, настольному теннису и большому теннису. Мероприятие, напоминающее старый советский конкурс «Быстрее, выше, сильнее» и развлечения на свадьбах, прошло 3-4 декабря в Пхеньянском баскетбольном зале. Судьями на конкурсе стали представители руководства Трудовой партии и Минкульта КНДР. Победу одержала команда артистов театра. В ночном клубе «Бирч» в индийском штате Гоа произошел пожар, жертвами которого стали не менее 25 человек. ЧП произошло около полуночи по местному времени. По одной версии, возгорание вызвал взрыв газового баллона на кухне. По другой, деревянные элементы здания загорелись из-за огненного шоу. Спасательные работы длились всю ночь. Среди погибших, по данным губернатора штата Прамода Саванта, есть 3-4 туриста. Губернатор распорядился провести расследование, пообещав, что виновные будут наказаны по всей строгости закона. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокую скорбь в связи с трагедией. Власти намерены проверить другие ночные клубы штата, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов. Это был «Один день». Спасибо, что подписались. Впереди новые выпуски новостей.